Да, дорогие друзья, нас ждет хороший заезд. Да, у мистера MSX все получается, молодец, мальчик. И вот он, старт! Только поглядите, как они идут! Модификация Pepega Edition — это очень самобытная штука. Из обычного локального мема это превратилось в полноценный проект, который своими дополнениями сможет дать защику тем же Electronic Arts. Ну там 4 месяца, пару машинок, копы в онлайне, купите, пожалуйста. А мы за год создали мод, который полностью обновляет игру. Да, все верно, 1 апреля 2023 года вышла третья итерация глобальной модификации Pepega. Первые две были направлены на всеми любимый и многими ненавистный Need for Speed Most Wanted 2005 года. Ролики в описании, если заинтересовались. Третья же версия ориентирована на Need for Speed Pro Street, и сегодня мы с вами поговорим об этом моде. Я расскажу свои впечатления, стоит ли играть, обострали ли игру и в принципе все как обычно. А также ближе к концу я покажу вам, как установить мод. Бывало ли у вас такое, что вот сидите на парах и понимаете, что предмет вообще вам не нужен и он бессмысленен? В такой ситуации советую запустить One State. В игре можно делать все, что захочешь. Это симулятор настоящей жизни. Погоня а-ля Most Wanted, перестрелки, ограбления. Сотни человек на карте Лос-Анджелеса. Есть сюжетные и многопользовательские миссии, а если тебе не с кем играть, то друзей можно найти прямо в игре. В самой игре куча активностей, от доставки еды до работы инкассатором, или ты в принципе можешь создать свою банду и стать негодяем. Ну и конечно же, куда без гонок и машин, которые мы с вами очень любим. Огромный автопарк из реальной жизни с возможностью уникального стайлинга и тюнинга. One State бесплатный и без рекламы, поэтому забирай мой промокод и залетай в игру. Итак, поговорим о главных изменениях. Во-первых, в моде полностью новая история. И да, в ней есть свой юмор, но я бы не сказал, что он сильно абсурдный, как в оригинальном моде. В своей основе это больше интересная история о новичке. Главный герой — это двоюродный брат того самого Райана Купера, Ник Купер. На пути к его успеху нам помогает Эйден, менеджер фестиваля Pepegi, а фестиваль — это и есть все гонки в игре. История понятна и проста, даже с моим уровнем инглиша. В игре новые короли, Куру опять же здесь есть, но я бы не сказал, что на нем сильно заострена история, в отличие от предыдущих версий. Он также один из королей фестиваля. Короли — это известные медиа-личности, я не буду спойлерить, кто есть кто, поиграете, узнаете сами. Все гоночные дни полностью новые, в них свои гонки и задания. К тому же ребята сделали новые режимы игры, к примеру, Sprint Run. Это этакая дуэль на время, которая происходит в течение 3 раундов. Главная цель — победить всех гонщиков по времени. Эти гонки в своей основе проходят на трассах для дрифта, но гонка относится к дисциплине грипп, как ни странно. Короче, интересный и быстрый режим. Второй новый режим — это гонка на вылет, обычная круговая гонка, на которой раскиданы сектора. После того, как предпоследний гонщик пересекает сектор, последний выбывает. И так, пока на трассе не останется одна из машин. Этим режимом авторы заменили оригинальный режим секторов с очками, которым многим не нравится. И последний режим — это одиночный дрэг на 1 раунд, где надо набить лучшее время. Думаю, разъясняться не надо, все понятно и так. Также из новых режимов это дополнительная активность по поиску раритетов а-ля как Forza. Можете проходить определенные испытания и рано или поздно услышите звук радара. Немного поискав по карте, найдете часть раритета определенной машины. Собрали все части, получили ее в свой гараж. Это очень круто. В модификации очень много отсылок, и они, так же как и юмор, стали более сдержанными. По факту тут очень много разных гонщиков из самых разных частей Need for Speed и в принципе из разных игр, фильмов и даже сериалов. Можно сказать, что фестиваль Pepegi — это сборище всеми нами любимых и ненавистных гонщиков. Тут вам персонажи из андеграундов, Most Wanted, Карбона, короче, отовсюду, откуда только возможно. Об отсылках в этом моде можно в принципе делать отдельный ролик. Самая моя любимая отсылка здесь — это местная Toyota Supra из Карбона. Увидев имя гонщика на этой Супре, вы спросите, кто это такой. А это Крейг Соренсон, актер, который подарил свое замазанное лицо и тело герою из Need for Speed Carbon. И вот по факту такие маленькие отсылки тупо никто не заметит, потому что их не знают, но мои зрители знают многое, поэтому вам будет интересно такое разыскивать. Я крайне рекомендую обращать внимание на такие штучки. О графике я скажу тоже пару слов. Заменены некоторые текстуры, добавлены фиксы отражений, новый скайбокс и эффект критической аварии, а также были добавлены частицы воздуха, которые в свое время были только на PlayStation 2. Ну и вновь поговорим о геймплее. К примеру, в автопарк добавили 80 новых машин. Некоторые это раритеты, другие боссовские или доступны только в определенных уикендах, а оставшиеся можно купить в магазине. Pepega — это единственная в своем роде игра, где вы можете подрифтить на полицейской машине или, к примеру, проехать на 8 по автобану на скорости больше, чем 400 км в час, или взять Suzuki Wagoneer, качнуть его и сделать его самой крутой дрэговой тачкой. Примерно так я и еду на учебу. На самом деле у меня машина немного другого поколения, но пофиг.
пофиг, Suzuki Wagon есть Suzuki Wagon. Ждем фиксы, где я буду ботом, лол. У машин есть и повреждения, и свой стайлинг. Я заказываю пиццу и думаю, почему так долго. Что делает курьер в это время? Ладно, о чем еще стоит упомянуть? Ну, наверное, о сложности. Игра сама по себе проходится относительно просто, но, наверное, вы помните систему королей и то, как она работает. Есть как бы главная ветка с главным боссом, которого ты проходишь, просто закрывая различные уикенды. А вот доступ к королям открывается через битье рекордов на трассах в самых различных дисциплинах. И вот на все дисциплины, кроме дрифта, вы просто не сможете побить рекорд. Это почти нереально. Надо проходить трассы максимально идеально, максимально аккуратно и максимально быстро. И возможно, только в таком случае, возможно, вам повезет побить новый рекорд. Короче, система очков немного сломана в этом плане. Но, как мне ребята сказали, они уже работают над фиксом этой проблемы. Возможно, пока этот ролик выйдет, уже такого и не будет. А так, если что, любой уикенд можно открыть с помощью экстра опций. Все о нем знают, и я думаю, без меня вы сможете поставить его без проблем. А так, я прошел только главную ветку игры и немного дрифт. Сам по себе мод устраняет кучу проблем с игрой. К примеру, разблокировка 60 кадров, починка энтера и куча всяких мелких улучшений, которые просто делают игру играбельной в наше время. Плюс к этому первые версии Пепеги были более абсурдными. Эта же итерация сделана, так сказать, более собрано. Юмор стал чуть взрослее, меньше попыток во всякие рофлы типа ха-ха-ха лол и все в таком духе. Даже сам саундтрек имеет меньше бессмысленных ремиксов и мэшапов. Теперь тут просто куча клевой музыки. И Prodigy, и 21 Pilots, и саундтрек из предыдущих игр серии, ваши ушки будут довольны. Подводя итог по моду, хочется сказать, что в итоге новая Пепега ощущается не как мод, а как некий ремастер-дополнение с новой историей и кучей режимов. Если вы ждали прям абсурд как раньше, то мне придется вас расстроить. Но если вы давно хотели перепройти Pro Street, то добро пожаловать. Новые режимы, автомобили и история позволят пройти игру заново, и в какой-то мере этот мод можно назвать не просто Пепегой, а чем-то иным. Ребята определенно сделали шаг вперед. Мне лично очень понравился данный мод. Я с удовольствием его постримил 7 часов, а потом пошел играть дальше для себя. И вот вы меня уже спрашиваете, как же установить данную модификацию. На самом деле тут все максимально просто, как обычно. Ставим репак, я, например, от механиков беру, и обязательно на английском. Скачиваем мод и извлекаем архив. Нажимаем на инсталлер, указываем путь к игре, выбираем, на чем играете, на геймпаде или клавиатуре, и просто ждем установку. Пока вы скачивали мод, вы наверняка могли увидеть hotfix. Верно, его тоже нужно скачать и извлечь в папку с игрой, но уже после того, как вы установили модификацию. И все, играйте. При первом запуске может быть очень долгая загрузка и долгое нажатие различных кнопок. Просто переждите это и ставьте настройки на максимум. После перезапуска это все должно пройти. Об остальных проблемах и их решениях спрашивайте в дискорде мода. Правда, тут нужно знание английского языка. Что же, а я еще раз говорю команде Пепега спасибо за то, что бесплатно проделывают такую огромную работу. Это просто очень круто, вы суперские ребята. Если вам понравилась данная модификация, то добро пожаловать. А если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, телеграм и бусти, если вы шейх. И так, к слову, там ролики без рекламы и чуть раньше. На этом все. Всем спасибо, всем удачи и пока. Доездились, блять.